Смотрел наш канал? Да. Значит, вы даете добровольное согласие? Даю добровольное согласие. Нафига? У него такая искренняя улыбка. Прям, прям счастливый. Конечно. Ну Чем? как счастливый? Я не счастлив, что я тут, но в какой-нибудь другой бы обстановке я был бы счастлив. Как зовут вас Егор. полностью? Егор Сергеевич. Чеботарев Егор Сергеевич. Дата рождения. 15.10.1994. Откуда вы? Из города Липецк. Из города Липецк. Да. Ну, И какая звание? часть, звания, должность? Младший сержант. Я знаю только, что приписали 252-й танковый полк. Все. Больше Короче, не знаю всё. ничего. Рашисты уже ничем не отличаются от орловцев. Они уже Мобилизован. тоже ничего не знают. Вы мобилизованы? Да. 22 сентября. Хотели воевать? Нет, конечно. Ни в коем случае. Я вообще не военный человек. Я максимально гражданский. Максимально гражданский? Да. А что здесь делаешь? Ну, заставили под страхом тюрьмы. Вы до Вызвали этого служили? в 2013-2014. Такой- Срочку? Срочку. Ну, я ее служил, лишь бы просто этот год закончился и уйти домой. Наконец-то. Ну, то есть, я и срочку не горел желанием служить. Вы говорите по страхам тюрьмы. Знаете, сколько людей посадили или там возбудили уголовные дела по поводу Ну, ухиления, уклонения от службы? Да? Ну, это же мобилизация. Да. И сколько людей посадили или возбудили Я уголовные? пока не знаю. потому Одно возбудили и закрыли позавчера. что- Ну, меня первого просто забрали, в самую прям первую Ну волну. все, то есть я просто довожу до вашего ведома, что вас берут на понт, Ну, скорее всего, говоря так и было. на сленге общепонятном. Согласен с вами. И вы видели раньше наши видео, реально? Да, смотрел. Много видео видел. А почему не подписались? Не знаю, но они мне в рекомендациях выскакивали, я смотрел И что? в Ютубе. Вы понимали из этих Лайка видео? нету, я Я- проверил. Да Я лайка нет. Честно не- понимал, что в страшном сне я никогда не окажусь на месте вот тех, у кого вы берете интервью. Интересно будет И интервью. какая-то шутка вселенной, да, что я тут оказался. Нет, вы слушаете, смотрите, вы понимаете, что это реально Ну, происходит. мне было интересно понять мотивацию людей, почему они вообще, Ну. что их заставляло вообще И как двигаться. вы понимали их мотивацию? Ну, скорее всего, низкая заработная плата, Да. низкий интеллект, низкое образование. Да, И все да. эта совокупность факторов Да, наложилась на то, что они оказались тут. верно. А вы что здесь делаете такой понимающий? Я работал, монтировал свадьбы, графический дизайн Бля. на производстве детского Нам питания. надо монтажер, короче. О, это я могу. Давай его посадим, пусть собирает ролики. Adobe Premiere. Хотел идти на курсы по After Effects. А, нельзя, Чтобы- понимаешь? Проблема в том, что нельзя эксплуатировать военный. А, да, нельзя. Но Так это- подожди, за заработную плату можно? Что платить им? Даже можно не платить. Ну, сигареты там какие-то. В общем, мы говорим не о том сейчас, Да. и наши подписчики очень не любят подобные разговоры, но, если честно, я что с первых секунд понимаю, что воевать вы не сильно хотели. Вообще не хотел. Даже не то чтобы сильно, а просто я и война — это диаметрально противоположные вещи совершенно. Ладно, расскажите, как вас вообще мобилизировали? 22 сентября, 21 издается указ, и уже как бы у всех появился страх, что любого могут забрать, все, кто служил срочную службу. Последние несколько лет военкомат меня как-то пытался Мгм. завлечь, слали мне повестки. Прошлый уже отслужили. Да, Зачем? чтобы уточнение данных, как там было написано. Но я не ходил, потому что я свой как бы долг отдал, и все, и пусть там делают, что хотят. Вы пришли для уточнения данных. Нет, они пришли на работу в мой отдел кадров. Меня вызвали в отдел кадров 22 сентября. Стояли два каких-то мужчины, я их не Как знаю. ваша компания на чем специализируется? Производство детского питания. Ну, это моя основная работа, с которой я платил налоги. Ага. Производство детского питания. Вы АО «Прогресс» в цехе называется. где-то работали? Ну, я сидел за компьютером. А, Как бы вы- я управлял процессом, технологическим. У меня работа была... Автоматизатор. Да. Так. И почему выбрали именно вас? Ну, возможно, за мою учетную специальность, военную, которую я получил 9 лет назад на Какая это срочной была службе. специальность? В учебной части сначала я был... меня учили на командира отделения Так. и командир боевой машины пехоты, БМП-2. Да.
И когда приехал уже в воинскую часть после учебки через 5 месяцев, там меня поставили на должность наводчик-оператор. Ну, просто нарисовали. И вот этого наводчика-оператора меня поставили потом на учет в военкомат после окончания службы. Мгм. Вы думаете, их заинтересовала ваша должность? Ну, хорошо. Ну, скорее всего, да. Ну, Да. по документам. Он наводчик-оператор. Все, Да, иди. да. Понял. Наводчик, да. И пришли к вам туда, Да. на работу. Меня вызвали. Меня вызвали в отдел кадров. Я пришел и присел. Она мне вручает повестку. Ну, женщина из отдела кадров. Так. И 2 мужчины рядом, которых я первый раз видел. Не знаю, кто это. И сказали, вот сегодня явиться в военкомат с вещами. Прямо вот сегодня. И, ну, ты же понимаешь, что от 3 до 5. Вот прям так и сказала. Прям цитата, прямая речь. Ну, ты же понимаешь, от 3 до 5 за неявку. И все. Передайте ей привет. Передаю привет женщине из отдела кадров. Как ее звали? Не знаю. Не знаю. Как вы думаете, почему эта женщина хотела, чтобы вы погибли? Я думаю, она тоже не хотела. На самом деле все очень боятся. Никто не знал, куда нас пошлют. Я даже не знал. Я вообще думал, что будет медицинская комиссия, и меня спишут. Как вы думаете, в России отменили по факту рабовладельческий строй? Не де юре, а де факто. Я понял, да. Но де-факто, ну, скорее, нет. Ну, опять, для некоторых категорий граждан. Не, ну для некоторых категорий граждан у вас и обмены работают прекрасно. Например, Медведчук. Ну, да. Хотя он вообще-то украинец, но он кум Но он связан с вашего Путиным, И в его случае сработал слоган «Своих не бросаем». Ну, только в его. Ну, Это правда, только в его. как бы все люди равны, но кто-то чуть равнее. Вот это, мне кажется, про это. Понятно, да, то же самое со строем. Не для всех, да. Некоторые рабовладельцы. Возможно. Ну, как бы среди моих знакомых, как бы я считаю, что все люди достаточно свободны и вольны выбирать свою судьбу. Конечно. Ну, именно в рамках малого социума. Именно если брать глобально, я думаю, там без вариантов что-то поменять, если вы об этом. Нет, я никого не призываю ни к чему, ничего менять, просто потому что я давным-давно уже понял, уже полгода как понял, что россияне в принципе не способны ничего менять и не способны объединяться, не способны мыслить индивидуально. То есть вот там сказали сверху, ну, значит, вот так вот. Ну, некоторые способны, но их очень мало. Да, ну ввиду того, что их очень мало, они не способны объединиться с другими, которых тоже очень мало. В противном случае их быстро подавят те, которых очень много. Да. А потому что те, которых очень много, они еще и агрессивны, еще и на зарплате у рабовладельцев. Да, согласен с вами. Да и тут сложно, наверное, не согласиться с тем, что объективная истина является. Ну и пришли к вам, значит, вы ушли с отдела своего детского питания, думали, вас спишут по здоровью, думали, будет Сказали, проверка. что будет в части. Ну, по слухам. Как бы официально нам никто не заявлял, но я слышал, что вот, ну, будет медицинская комиссия в той части, куда нас привезут. Так. Ну, вот привезли нас на сборный пункт и переодели. Так. Как бы мы ехали всю ночь, потом простояли. Ну, к утру мы приехали. То есть в 9 вечера мы выехали, примерно часов в 8-9 утра мы приехали. А вы не заметили, что у вас как-то проскочил этап с комиссией медицинской? Заметил. Это уже меня напрягло. Я думал, уже что будет напрягло дальше, тогда. конечно. Понял. Прям в самом начале. Так. Как только в автобус нас погрузили из военкомата, тут у меня уже что-то, я уже начал Вы уже начали что-то подозревать. что, скорее всего... Что вам будет на очень что-то как грустно. бы намекают. Да. Ну, дальше. Привезли на сборный пункт, нас переодели. После сборного пункта нас отвезли в часть Богучар, Воронежской области. Вот. Там мы, получается, приехали под вечер, и до утра нас не трогали. Все, мы просто легли спать на свободные койки. Все. Потом утром на следующий день нас построили, мы стояли на плацу несколько часов, ждали, пока нас распределят по каким-то группам. Угу. А Вот. концерт давали вам? Сейчас концерт показывают, там их строят. Концерт давали уже, я с женой разговаривал, как бы... Давайте тогда дойдем по хронологии до дойдем. концерта. И, получается, нас построили, начали отсеивать всех, распределять. Со мной попало 4 человека. Я 4-й, вот нас 4. Те, кто из Липецка, все мы связаны с боевыми машинами пехотами были. БМП. Наводчики и
механики-водители. Мгм. Вот, потом нас опять загрузили в автобус оттуда и повезли в село Валуйки, кажется, Белгородская Да, область. да, есть такие. В этот момент я понял, что медкомиссии все можно не ждать. А, вы уже Все, поняли. тут уже я как бы с этим окончательно. смирился. Я сначала надеялся, Так, так. и понял, что надеяться уже все, уже А поздно. если медкомиссии не ждать, то То все, я обречен. Я не знал, что делать. в смысле? Ну, просто встать, сказать, нет, ребят, я не хочу, я ухожу отсюда. Так это уже срок уголовный. Я ж, как бы Ну, то есть, старался нет, вы же поймите, мы пытаемся законы понять эту соблюдать. психологию все еще. Точнее, я ее прекрасно понимаю, но так зритель, может быть, кто-то еще не понял, да? Вы понимаете четко, что вас отправляют на войну, вы можете убить, вы можете быть убитым. Я очень надеялся и молился, что со мной это не случится. Все, это единственное, что я мог в этот момент. Просто Понял. молиться и надеяться. То есть вы все прекрасно понимаете, Да. но вы выбираете путь молиться. Ну, в тюрьме сидеть в российской это то же самое, что и умереть. Как бы это равнозначно. Почему? Ну, потому что все социальные лифты после этого будут обрезаны. Как бы я не такой, не уголовный элемент. Им там Вот. хорошо. Вот, социальный лифт. То есть вы думали о своем будущем. Конечно. Я всегда о нем думал. И что я окажусь в Украине, не мог представить. То, что вас убить могли в Украине, вы об этом думали? Думал. Ну, как бы 21 числа, вот когда объявили мобилизацию, средства массовой информации сказали, что мы будем на территории как бы России. А у них территория России, ну, понятно, они ее видят по-своему. Ну, руководство страны. У них свое видение территории России. Как я уже понял. Короче, вы их обвиняете, но при этом находите сразу отмазку. Я не обвиняю. Почему? Как бы я всего лишь, Хорошо, понятно. Дальше что происходило? Дальше в Валуйках мы также просидели целый день. Да. И Вам хоть выпить дали? выпить, в смысле, алкоголь? Ну, конечно. Нет. Нет? Нет, я вообще не пил. Понял. В автобусах пили, когда везли с Ну, военкомата. нам попадаются как Да. раз такие видео, где вот... Но это прям в самом начале, это когда их везут с военкомата. Ну, потому что потом все. Не, ну я вам могу сейчас показать, где в каком-то спортзале их поселили, и там просто какая-то пьяная оргия, что ли. Есть еще тупо на плацу стоящий с бутылкой. Да. Не, ну это я лично такого не видел. Понял. Я видел, что на плацу падали в обморок, там эпилепсия. Это вы лично видели? Лично видел в Богучарах. Упал человек прям в нескольких метрах от меня, И что с ним сделали? ложку положили под язык. А дальше? А дальше он встал, и все, и я не знаю, что с ним дальше Это было. фейк. Ну, не могут так россияне относиться. Нет. Они не могут мобилизировать эпилептиков. Да и так мобилизировали всех, я даже на костылях видел человека. Как это на костылях? Просто он на костылях шел и все. Он был мобилизированный. А вы говорили, что вы думали откосить. По какой тематике? Ну, у меня Вы есть откосили? проблемы со здоровьем. Как бы Не у меня, может этого быть. Если бы у вас были проблемы со здоровьем, вы бы не воевали, и тут бы не было. ну, если была бы медкомиссия, меня бы здесь точно не было. А что у вас за проблемы? У меня киста в мозгу, в мозге, в головном, там около 5-6 сантиметров. У меня еще судороги по всему телу, но периодически возникают, каждый день. Я искал причину, вот прямо вот перед тем, как меня сюда отправили. Но проходило обследование. Возможно, шейный остеохондроз. Есть что-то, что у вас не поломано? Руки, ноги целые вроде. Кости. Поэтому служит. Да. Я у меня даже конъюнктив Да, я Да. тоже. поломался. Да, чувака судороги бьют, иди воюй там. И Их стал. прям видно даже глазом, как сводит мышцы. Может, руки вот так А вы сводить. это кому-то говорили? Там даже некому было сказать. Я даже не знал, кому мне обратиться вообще с этим вопросом. Недавно взяли одного, у него черви прям уже, видел? Ну, это да. Нам показывали видео, да. Я видел. Замечательная армия. Я даже Нет пока слов, да. поломался. У нас впечатление такое, что у вас к людям относятся как к фаршу, или это... Нет, это, скорее всего, не впечатление. Вы правы. Ко мне лично так обошлись. Я считаю так. Ко мне обошлись как фарш. Да нет, честно говоря, я прекрасно понимаю, что это не впечатление, уже понимаю очень давно, это так, Да. вопрос. Ну, Может, да, вы там дойдет до кого-то в конце-то концов что-нибудь, может, сейчас кто-то ваше интервью посмотрит, Хочется и потом верить. приедет, скажет, я смотрел интервью с тем человеком, который раньше смотрел ваше интервью, но все равно сюда попал.
Ну это что-то вообще сюр какой-то, да? Ну, не сюр. Есть человек, который посмотрел наших 50 интервью. Он тоже находится там, где вы находитесь. Можете с ним пообсуждать. Он мобилизованный тоже, да? Нет. Он приехал строить детские садики. Да, он Слышал, приехал, слышал, да, он слышал, приехал да. строить детские садики. При Он этом смотрел, все, видел, знал, понимал, но ему сказали, что ты едешь строить детские садики, и он поехал строить детские садики. В рядах вооруженных сил. Ну, ему сказали, что будешь строить детские садики. Какая ему разница, в конце концов? Ну, Он же россиянин. может быть, вопросы-то были, да, но в рядах вооруженных сил строить детские садики. Блокпосты охранять, да любую чепуху вам там несут. Дальше, что бы происходило дальше? Дальше в Валуйках где-то во второй половине дня, после того, как мы там провели целый день, нас всех построили, кто А связан. сколько количество, вот это мне интересно? Нас отобрали 30 человек, то есть 10 экипажей БМП. Ну, там уже начали нас всех перемешивать. Липецк, Воронеж, Белгород, нас всех перемешали. И вот все, кто связан с БМП, нас 30 человек осталось. Нас там отсеяли. А зачем перемешивали? Ну, отсеивали, видно, по учетным специальностям, по Понял, ладно, воинским. хорошо. Вот, и, получается, нам сказали, вот вы завтра отправляетесь в село Сваты, Луганской области, кажется. И сегодня вам надо за ночь подготовить 10 машин пехоты к отбытию. У нас уже просто глаза на лоб полезли. Но это звучит просто как, не знаю, обреченность какая-то уже у всех началась, как бы все поникли, все перестали друг с другом разговаривать, просто молчали, просто стояли и понимали, что все, какая-то вообще жопа происходит непонятная, зачем, что мы тут делаем. Вот, и послали Вы же нас... прекрасно понимали, что вы там делаете. Ну, понимали, но не хотелось верить. Как бы надеешься на лучшее, А готовишься были к худшему. отказники? Я не видел. Я не То видел. есть тех, кто сказал, ну вас нафиг, Нет, таких не было? я таких не видел. Не было. Ну, вы тоже не сказали. Ну, может быть, опять коллективная какая-то вот это сознание начинает работать, когда людей в группу объединяют, и коллективный разум у всех появляется на психологии толпы. Коллективный разум Да, появляется или коллективная... Но я просто предполагаю, тупость, это можно как угодно назвать, да. Стадный рефлекс. вы Да, имеете в виду. да. Может быть, это. Это точнее. Тем более стадный рефлекс. условия стрессовые у всех, мы все люди с гражданки не привыкли просто к такому. Дальше что? Дальше нам сказали, мы должны подготовить 10 машин. Всю ночь мы заряжали боекомплект в ленту, 30 миллиметров пушка. Ага. Крутили машинку, всю ночь, мы не спали всю ночь. Вот, потом приехали, эти машины пригнали к ангару, где уже были вот готовые нами ленты, подготовленные. Орудие для убийств. Да. И, получается, контрактники, мы им подавали эти ленты, сказали, подавайте. Подполковник с нами какой-то был, фамилию не знаю, видел его первый и последний раз. Это нормально. Да. И, получается, мы им подавали, они заряжали Мгм. эти ленты. Мгм. Все. Потом во второй половине дня нас отправили на поесть, принять пищу. Мы приняли, вернулись туда, и нас погрузили на тралы. Как бы мы разбились по экипажам сами между собой, как хотим, по 3 человека. Командир, наводчик и механик-водитель. У нас было командиров не хватало, в основном были одни наводчики. Вот мы 2 наводчика, мы выбрали между собой одного командира, который был со мной. А выбрали это как? Типа? Просто между собой решили, что вот ты будешь командир. Ладно. Ну, спички тянули. Нет. Это ж Добровольно все решили. Это же даже бредом звучит, то, что вы говорите. Он выглядел самым опытным. Да, он служил 2 года. И когда мы приняли решение, что да, он Так бы сразу и сказали. он Ну, больше нас понимает в этом. Да, понял. А вы сколько служили? Я служил год, Вот. но я был писарем опять в армии. Я эту БМП видел 1-2 раза там, и то в учебке. А когда я приехал в воинскую часть, я там только писал. Не военный я человек. Нет, это хорошо, наверное, что вы не военный Да. человек. Плохо, что вы здесь сидите. Это сейчас. ужасно на самом деле. Это до сих пор не понимаю. Ну, Вот. дальше. Дальше погрузили эти 10 БМП на тралы. Сказали, едем в село Сваты. А что за БМП были нормальные, типа новенькие? какие-то? Как сказали, что они с ремонта. Были у всех неисправности. Поподробнее. Такого не может быть, чтобы во второй армии мира были какие-то неисправности. Но вот конкретно могу сказать за
та, в которой был я, в ней не работала связь вообще. Ни внутренняя, ни внешняя. Ну это не Это разве не исправность? Это... Не, ну потом... Она же едет. Слушай, у меня, короче, есть теория. Да, это Ну. главное. Теория заключается, делюсь со всеми зрителями, заключается в том, что им связь специально, короче, ломают. Специально ломают связь, да, потому что, Потому вопрос что со не может связью. быть, все, кто у нас были на интервью, все говорят, связи нет. Соответственно, когда ее нет у всех, то возникает вопрос, наверное, это может умышленно ее нет. Слишком много совпадений. Заряжать аккумуляторы, наверное, негде. Генераторов нет. Ну, понятно, ладно. Ну, это не неисправность. Машина, которая может вести фарш в назначенное место, она, в принципе, по Но сути, если рабочая. она на ходу, то да. Да, какая разница, будет у фарша связь или не будет, зачем он не нужен? Еще жаловаться будет, что Да, нас еще убивают. передадут что-то. Вот, получается, погрузили на тралы, и мы поехали. Кому оно надо это слушать, сидеть? Отвлекаться. Отвлекаться от В важных штабе. дел. Там, в штабе, не знаю, там, Да-да, извините, мы больше не будем перебивать. Инстаграм полистать. У них Инстаграм не работает. Ну, что-нибудь там, ВКонтакте, не знаю. Ну-ну. Вот, и поехали мы на тралах в село Сваты Луганской области. Сватово. Сватово. И мы ехали до ночи. Потом ночью нас тралов сгрузили. Это какое число? Это, кажется, 26-е. 26 сентября. У вас, короче. Ну, вот, да, быстро. И там мы простояли всю ночь в неизвестном месте. Как сказали, что ночью ездить нельзя, чтобы были включены фары, все, стойте тут. Это уже когда вторая ночь, мы были без... Включены? Ну, включены фары. Но нельзя ездить со включенными фарами ночью. Все, когда наступает ночь, как бы все должно глушиться. Угу. Сгрузили с тралов, все, и мы простояли там также всю ночь. Ну, также все ходили, ну, как бы особо никто не спал. То есть там, может быть, часик, глаза подзакрыли и все. Не спалось, понятно. Да. Угу. И утром за нами приехали, и мы поехали. Все сели в эти БМП. Ну, фронтовых-то 100 грамм где-то дали? Нет, конечно, нет. Ну, лимонад был там, мы купили в магазине, зашли по дороге. Лимонад, что и дети малые. Ну, не мешай. Да, не мешай. И поехали мы. Когда я увидел указатель Сваты, и мы его проехали, я понял, что нас не в Сваты везут. И приехали в Как вы это вычислили? Дедукция. Ну, Знак. индукция, да. Да, Мгм. перечеркнутый знак. Мгм. И понял, что как бы опять что-то сказали не то, что есть на самом деле. И в неизвестное село приехали, мы там были минут Не 5. может быть. Это фейк. В российской армии не могут солдату говорить не то, что было там. Владимир, я внимательно слушаю. Я слушаю тоже. По да. официальной версии, да. И получается, в этом неизвестном селе нас разделили. 4 БМП уехали налево, мы уехали направо. Ну, то есть там в пределах метрах 400. Там мы постояли около 5 минут, 5-10 минут. Опять нас всех погрузили. И поехали мы в село Невское. В село Невское. Это Да. вы уже своим ходом. Вот это Да. 10 машин таких. Да, из неизвестной точки вот мы поехали уже. 10 своим машин, ходом. а у этого самого личного состава сколько на машине? 30 человек. 30 человек. Всего 30 человек. По 3 человека на каждую А машину. вот Понял. это едет колонна, 10 машин. Да. А вот связи нет, это кому-то что-то надо, как это происходит? Ехали друг за другом как бы при свете дня. А кому там что надо, мне кажется, это особо никого не Не, заботило. ну если надо сообщить, типа, там, что-то. Никак. А мобильный телефон? Мобильные телефоны все оставили. Ну, еще в военкомате сказали сенсорные телефоны Ну, оставить, потому что их кнопочные. пеленгуют. Да. Но там уже связи не было. Симки переворачивали, с другой стороны? Нет. Я лично не делал. Мне просто он разрядился, и негде было его зарядить. и Ну, всё. вот прошлый перед вами говорил, переворачивали симки. Ну, это гениально. Я такого не видел. Я такого не Ну, видел. Ну, едете вы, 10 машин. Да, ну уже не 10. Вот 4 остались в этом селе, в которое нас завезли там на 5 минут. А что остались? А я не знаю. Просто нас разделили и все. Они остались там. Остальные 6 поехали в село Невское. Угу. Поехали. Да, Есть салфетка, бумажка, что-нибудь Зачем? ненужное? Насморк. Дай ему. Вот, приехали мы в это село Невское к вечеру. Уже смеркалось. М. Потом привезли еще пехоту. Ну, стрелки, гранатометчики, тоже мобилизованные. Мгм. Их было, мне кажется, человек 60-70. Ну, много их было. Большой отряд. И, получается,
остались все спать в школе. Ну, на ночь. Все, нам сказали, все, приехали и сказали, отдыхайте. И, Никаких обстрелов, ничего не происходило. ну, артиллерия стреляла. Я слышал разрывы прям, ну, были прям достаточно близко. Мгм. И со стороны Невского тоже, кажется, танки стреляли. Но Ну, то вам есть не был было обстрел страшно? постоянно. Да было, ну, уже как бы оно пару часов и уже привык. То есть оцепенение вот это прошло, да, А, уже? да, да. Потом оцепенение, ну, каждый раз по новой появлялось, чем ближе снаряд к нам разрывался. Но вы уже понимаете, что вы уже на войне, Да. то есть вы уже непосредственный участник. У вас появляется какой-то, может, азарт военный, еще что-нибудь такое? Нет, у меня лично он не появился. Не У появился. некоторых было, но Было. лично я могу А сказать что они за себя. говорили? Или как они себя вели? Ну, начали там как бы себя командиров строить, таких как бы, так, ты сюда, ты туда, вот так. Это офицеры. Нет, мобилизованные такие же, вот как мы, ну, с экипажей БМП. Некоторые как бы просто сидели тихо. Некоторые пытались как-то инициативу проявить. Там, иди проверь, там, то. Ну, раздавать команды. Хотя, Ага. как бы права у него ни морального, ни юридического не было на это. А как вели себя офицеры в таком случае? А я не видел офицеров. Один единственный офицер, вот, который был, его звание не знаю, вот наш как бы командир батальона. Не знаю звания. Тот, которого вы один раз видели? Или- Нет, видел я подполковника, потом А. как бы мы увидели вот этого командира, который нас привез из вот этого села в Невское, Да. и все, и он ушел. Еще был лейтенант. Он тоже был мобилизованный после военной кафедры. Я так понял, у него даже срочной службы не было. Мгм. Вот чисто военная кафедра университета. Так. Ну. И что в этой школе вы находились? В этой как бы, ну, пехота пошла спать в школу, там уже все уже смеркалось, и мы спали в БМП, ну, втроем, вот наш экипаж. Потом на следующий день как бы начали, ну, пришел вот этот командир и начал проверять исправность наших БМП, в каком они вообще состоянии. Мгм. Те, которые были более-менее на ходу, работало управление башней, их, получается, начали выставлять на позиции вот вокруг Невского, как я понял. Вот. Наша БМП, как бы у нее башня, получается, чуть вело вправо. Ну, то есть, как бы пульт стоит, управление башней. Называется чебурашка на сленге армейском. И ее вело вправо, и не работала радиостанция. Мгм. Как бы они из этой радиостанции вытащили предохранители, поставили в другие, чтобы хоть там что-то работало. Мгм. То есть мы вообще были полностью без связи. Так. Вот. Опять день прошел, мы как бы особо ничего не делали. Все, там сидели, просто разговаривали. А о Такие чем вы гражданские разговаривали? темы. Кто там кем работал. Ну, то есть не про войну никто говорил. Все говорили там на какие-то темы свои гражданские, там сколько у кого детей, сколько жен. А вот про нацистов, может быть, что-нибудь вы говорили, про политику? Кстати, вообще ничего не говорили. Ни про политику, ни про нацистов. Но нацисты в 45-м закончились и добивали потом. Это не у в вашего Аргентине. президента. В Аргентине, да. Это не у вашего президента они закончились. Ну, в у него 45-м. Но он же объявил денацификацию. объявил. Ну, Ну, я это не могу объяснить. я вас не Нацистов- прошу объяснить, нацистов я здесь просто не видел. говорю о том, не что... фашистов, которые тоже были в Италии, не нацистов. Я здесь не видел. Мгм. Лично я. Так, дальше. Дальше мы просидели там целый день опять. Ну Мгм. вот который. И на следующий день уже тоже под вечер, уже под ночь. Ну мы уже все расслабились, думаю, блин, классно, тут будем сидеть и сидеть. Да. Мгм. Да. И уже под ночь нас этот командир подрывает. Говорит, 2 БМП должны поехать вот за этим танком. Все, мы все собираем. И уже в ночь, под вечер, мы поехали. Мгм. Стемнело. Честно, мне уже стало очень страшно в этот момент. Я думал, что все, ну вот оно, конец. Вот пока мы ехали. Вы думали, что вот оно, конец, но Да. понимая, что вас куда-то А отправляют, куда мне вы не бежать? сказали, что, слушайте, ребята, я вообще здесь посижу в школе, наверное, или отправьте меня обратно, ну, я как-то не планировал Но мне на кажется, этой неделе воевать. Мне кажется, я бы мог бы там остаться, и никто бы даже про меня не вспомнил, потому что там никакого учета не было, никакого порядка. Но как-то я не знаю. Но вы поехали. У меня не было такой мысли. Да. Ну, как все поехали. Ну, Понятно, стадо, понятно. да, я Ну, вот поддался стадный стаду. рефлекс, да, понятно. Дальше. Поехали мы ночью. Ну, дорога была страшная. Мне лично было страшно, потому что и еще был пожар, я видел. Ну, где-то вдалеке. Я думал, нас ведут туда, куда-то в бой, потому что, ну, так срочно нас, ну, подорвали. Не может быть, что просто так постоять. Вот.
Приехали мы в неизвестное село, как я уже потом понял, как я узнал от тех, кто меня взял в плен. Это было село Заречное. Скорее всего, оно. Вот. И поставили нас там в лесопосадке и сказали, утром придет к вам командир, лейтенант тоже какой-то, ну, наверное, контрактник. Первый раз тоже увидел, ну, который там местный. Вот с этой вот, ну, позиции, куда нас привезли, в эти лесопосадки. Сказал, закидайте БМП ветками, и до утра тут сидите, к вам придут и все расскажут завтра. Это было 29 сентября. Угу. Вот. 30 сентября мы проснулись, и взрывы, разрывы как-то активизировались вокруг. Никто к нам не пришел, понятное дело. Это вы двумя БМП там? Нет, одну уже БМП одну. забрали. Мгм. И нас одну в лесопосадке поставили. Понял. А вторая БМП, Да. я так понял, куда-то в город ее поставили, тоже на какую-то позицию. Так как у них была связь, а у нас ничего не было, сказали, все, идите туда, стойте, в эти посадки. На утро начался бой в городе. Ну, уже я слышал, как снаряды летят туда-обратно. Мы их уже даже видели визуально, как земля поднимается вверх. И уже как бы все поняли, что надо что-то делать. Начали окапываться, чтобы как бы хотя бы в нас, чтобы осколок не прилетел. От нас Мгм, толку-то. Мгм. Вот. Начали окапываться. Выкопали себе окопы и легли. Потом бой затих. Увидели слева колонна. Как я понял, шла с лимана. Отступающая колонна с лимана. Ну, между собой такой был разговор. Мгм. И, получается, через какое-то время, может быть, через несколько часов, пришел какой-то контрактник, старший сержант. Ну и начал тут уже раздавать команды. Так, вы туда, вы стойте тут. Сказал БМП, открывает огонь по готовности. Как только видите противника, Мгм. вы открываете огонь. Мгм. Сказал, ждите меня, будем отсюда сваливать. Ну, он матом сказал, сваливать. И как только я заведусь, вы заводитесь тоже, грузите пехоту. У нас было 8 человек пехоты и 3 человека экипаж, 11 человек. И езжайте за мной, как только я заведусь. Мгм. Вот. Начался бой еще раз, уже второй раз за день начался бой более активный. Как бы уже в нас начало прилетать. Мы залезли в БМП. Я сидел на месте старшего стрелка. Командир сидел за пультом наводчика-оператора. Им сидел механик. Я сидел между ними, чтобы как-то их передавать. В общем, я был типа связной между ними, потому что там доораться было невозможно. Вот. Командир БМП, получается, поступила команда через посыльного, что БМП открыть огонь в сторону боя. Как только он нажимает затвор, первый же патрон клинит в пушке. То есть все, БМП потеряла боеспособность, если она вообще была. То есть БМП не стреляла вообще. А через посыльного это из-за того, что не было рации, у вас Да. бегал какой-то солдат? Да. Послали этого солдата назад, сказать, что БМП не стреляет. Это фейк. А БТР, вот на котором был старший сержант, уже нет. Исчез. Ну нет, его все уехал, да. Не, я типа прикололся. Исчез. Нет, так он, а что значит уехал? Ну, он сказал, как только я заведусь, вы заводитесь тоже и едьте за мной. Да. Ну, может быть, скорее всего, мы прослушали, как он заводится. Либо он просто... Ну, в общем, нас бросили там. То есть он мог послать посыльного, чтобы сказать. Мог поставить человека, который там стоял на стреме. Взял, наломал историю про своих не бросаем. То есть ни подводки никакой, ни вопросов, ни ответов. Просто тупо нас взяли, бросили. Как-то так. Значит, такой моральный облик. Ну, есть же Он- своих не он бросаем, позволяет. слоган, мы его очень любим. Я слышал, да. Ну. Ну, как видите, реальность и слоган. А оправдать как-то можем? Типа отправил посыльного, посыльный никуда побежал, поэтому... Нет, там он бы не заблудился. Там дорога одна. Вперед-назад. Я дал шанс. Да. Нет, оправдать это нельзя. И все. Вот старший нашей группы, мобилизованный лейтенант, принял решение, что надо как-то отходить.
Механик, водитель плюс-минус помнил дорогу. Почему он принял решение, что надо как-то Ну, отходить? потому что уже снаряды в нас летели, все, ну, Ну, стреляли в так нас. В бой, кино же не за смотрели. родину. Так и- смотрел, но Ну. там совсем другая обстановка. Ну какая там обстановка? Там не видно, в кого, кто. В смысле не видно? Кто там Брать идет? гранату и на танк. Даже танк было не видно. Мы не видели вообще перед собой вот фронт, ничего не было. Все, что было спереди. Но в нас Какая летело. разница? Вас должно разорвать на куски за Путина. Ну как вы этого не можете понять? Но мы не хотели умирать. Зачем? А, да, блин. Не тех набрать. Ладно. Мы же... Да, дальше. Лейтенант взрослый он был? Нет, мне кажется, он был даже младше меня, ему лет 24-25. И как это он лейтенантом стал? Ну, после как стал? военной кафедры. Военная получается. кафедра, получил лейтенанта, мобилизовали, пошел. А где он учился? Не знаю, не знаю. Ну, ради интереса будет. Не знаю, я знаю только его имя. Ивана звали. Не знаю, жив он. Может, или он нет. кулинар какой-нибудь. Ну, хорошо, сказал, отходим. Да, Братья, отходим. да. Они отошли в Отходим, братья. Работы, у нас была работайте, братья, сейчас Отходим, братья. Ну, братья. не, ну стреляют же, а как не отходить? Надо отходить, все правильно. Не перебивай. Ну, просто Война же, это ж когда шо? старший сержант вот этот, да, сказал, что мы будем отсюда уезжать. Значит, ну, там что-то Ну сложилось. все, в голове, нормально, да. понятно. Вас это устроило? Ну, нет, конечно, но было страшно всем. Ну, вас устроило, что надо отходить? Да. Ну вот. Только еще бы знать, куда отходить, потому что, ну, механик Это ночью вез, уже да. совсем деталь, другой да. вопрос. Да. И единственное, что мы помнили, что надо было, ну, переехать мост, потому что ночью как бы мы его отчетливо чувствовали. Крымский, надеюсь? Нет, нет, не крымский. Ну, какой-то мост в селе Заречном, там был мостик. И погрузились мы все на БМП. БМП не стреляет, огонь с нее вести мы не можем. Все, только автоматы остались в руках. И А поехали. гранаты? Гранаты были. Ну так Но ура! гранаты были не у всех. Вот пехоте не выдавали Ну, у гранаты. кого не у всех, тот бы Да. хай сидел. А Остальные что не ура! выдавали гранат? Насчет пехоты не знаю, нам выдавали. Экипажем БМП Ну, вы всем должны, выдали. понятно, были себя взорвать внутри. Ну вы элита. Ну, по их логике. Только элитным подразделениям выдаются гранаты. КМ элиты хватит. А боевые? Да, боевые. F1 и РГД. Ну, боевые гранаты, да. Ну-ну. Я бы даже не удивился, если были какие-нибудь хлопушки, правда. И, получается, поехали мы. Несколько кругов сделали по этому Заречному, и как бы более-менее там вспомнили, что указатель какой-то там. Ну и нашли мы дорогу на выезд. Там уже был бой, уже были перевернутые БМП, другие, не знаю чьи. Но вот две лично БМП я видел перевернутых. Мгм. Везде взрывы были, ну то есть прям очень, очень страшно, дома горят. Я так понял, украинская армия пошла в наступление. А у вас были какие-то буквы там вот эти на БМПшках? На ваших? На других были, но они уже нам такие дали уже с буквами. На вот БМП, на которой был я, вообще не было никаких знаков опознавательных, просто зеленая коробка. А на других были Z, да. Ну-ну. И получается, на самом вот выезде из этого села были перегорожены, ну, дорога была перегорожена машинами. Одну машину объехали, вторую объехали, и вот уже третья уже выезд. Там был блокпост. Слева, получается, трехэтажный дом, справа были посадки. И мы поехали на этот блокпост. Я не знаю, что там было, но с этого блокпоста по нам начали, ну, стрелять. Я не знаю, с чего, скорее всего, возможно, БТР, либо тоже БМП. Потому что разрывы прям вот на земле были. Я прям видел эти хлопки, вот так все прям разрывалось. Хлопки. Ну, взрывы. Так взрывы или хлопки? Ну, Или бавовнятку? взрыв в виде хлопка. Взрыв в виде хлопка? Ну, разрывы, да. Знаете, как не- будет на не- украинском неплохо. языке хлопок? Нет. Хлопок. 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 Не, ну в смысле хлопок. Ну, смотря как ударение поставить. Да, Да. ну, бавовна. Бавовна. Хлопок. Ну, у вас же ж там везде, у вас же ж не пишут никогда в прессе. Не, взрыв. Взрыв не Хлопок, называют нет. взрывом, там, войну не называют войной. Нет. Хлопки слышно, Да. хлопки. И специальная операция. Как дети, ей-богу. Ну, мы им придумали бавовнятки. Вот. Потому що на українській мові, українською мовою, хлопок, це якраз бавовна.
Треба вчити. Хлопок, Ну-ну. баллон, что? Ну, хлопок, хлопок. Это разные слова. Хлопок. ну, Придолбался ко мне. А ты понял. Ты не знаешь этой темы, короче. Хлопок и хлопок. Это разные слова, если ты не в курсе. Дима, прекрати, Ладно, пожалуйста. Уже Да. 4 часа мы сегодня уже здесь общаемся и уже как бы немного устал. Ну-ну. И получается, механик-водитель резко повернул от стороны, где нас стреляли, там дорога была одна, все, слева и справа болото. А враг такой, ну, как бы там можно было укрыться. Мгм. Мы съехали, и все слезли с машины, чтобы по ним не стреляли, потому что прям, ну, мишень как в тире. Все легли под овраг. Вот. Механик-водитель тоже, ну, покинул БМП. Все вылезли из БМП. Я спросил, что с машиной. Сказали, ну, все, конец ей. Да. И все побежали. Побежали от стороны этого блокпоста. 11 человек получилось. Да, 11 человек. От стороны этого блокпоста побежали все назад. Вот так как мы ехали, прям побежали назад. Получается, вот с этой стороны был трехэтажный дом, он, ну, уже горел, он был в огне. И получается, вот первый в колонне бежал вот младший сержант Меренков, вот с которым я был, мой командир БМП. Я бежал за ним. И побежается, ну, получается, он поднялся опять во враг и под обстрел в лесопосадке налево. Ну, через дорогу побежал, по нему открыли огонь. Я тоже как бы на рефлексах побежал за ним в эту сторону лесопосадок. Остальные все побежали направо-назад в это село. Получается, спустя, ну, метров 30 я пробежал, у меня начали... Ну, через дорогу я перебежал, по мне стреляли. Пули, я прям слышал свист пуль, там эти... Ну, поле было такое, я не знаю, что там, какой-то сорняк рос, этот сорняк, ну, срубало прям пулями. У меня начали отниматься обе руки в этот момент. Ну, стал терять чувствительность рук. Чего? Обе руки. Ну, как Ну, будто... в они связи с отнимаются. вашей болезнью это происходит? Я не знаю, может быть, просто бронежилет мне там что-то, ну, пережал. Я подумал, что меня ранило сначала, потому что обе руки я теряю чувствительность. Я пробежал еще метров 20, но вперед. И снял бронежилет, разделся, снял нательное белье и проверил, нет ли крови. Может быть, меня ранило куда-нибудь в позвоночник, потому что, ну, руки — это же позвоночник. Руки, ноги. Мгм. Все, ран не было. Мгм. Я опять надел и оглянулся, и не увидел, как бы командир тоже куда-то делся. Я начал его звать, ну, кричал его, позывной. Мгм. И мне никто не откликался. Увидел справа через дорогу, вот группа, с которой я был, они сидели, наверное, тоже хотели ее, ну, перебежать. В итоге они передумали и побежали направо. И я увидел, как по ним, ну, тоже огонь открылся там со всего, что можно. Прям тоже разрывы были огромные. Земля поднималась наверх. И все. И примерно минут через 30 стемнело. Я по темноте еще прошел вперед в этих лесах. Ну вот село, вот дорога, вот лесопосадки, я пошел туда. Вот А село. вы видели, там погиб кто-то? Я не видел лично, погиб или нет. Но мне кажется, Ну, я хотел уточнить. либо в плену, либо, ну, погибли. Если были бы в плену, я бы их уже увидел, наверное. Нет. Я просто пытаюсь, знаешь, вот сверху представить эту картину, как они перемещались. Чик, приехал БМП, за ним второй БМП. Чик, один БМП уехал, второй постоял. Не давай тоже отсюда валить. Раз, свалили, потом в рассыпную разбежались, потом один там, другой там. Короче, очень странная тактика у российской армии войны. Так и мы же не армия. Я мы- считаю, что ее нужно занести в учебники. Как не надо делать. Я не знаю, как надо делать или как... пятидневные Мы, люди. например, в принципе, ну как сказать, Ну, да. воюете, да, ну. Мы же все, ну, как бы с гражданки, мы 5 дней только... Пятидневки вы. Ну, 8, был 8-й день. Ну тут же Да, ж не 8-й. суть того, кто вы конкретно. Вот можно я вам один комментарий зачитаю? Конечно, Вот конечно. смотрите, вот мне сейчас вот пишут комментарий, видите? Прочитайте Я вам вслух. сейчас Не, прочитаю. пусть сам. Да, ну, прочитайте Вслух вы сами. прочитайте. Да. Да. Слушаю я вас, украинцев, и мне смешно. Как же вы труситесь от страха, что 300 тысяч российских солдат придут освобождать земли Донбасса, Луганщины, Херсона и Запорожья. Вы все так дружно отговариваете ребят, не приезжайте, а то вам больно будет. Мы же из вас можем сделать фарш, а сами от страха в штаны сыти. Ну вот таких надо и посылать, наверное.
Почему она На- хочет... на первый. Почему А, она, это женщина? почему она... Я так понимаю, да, Елена Эски. Елена. Почему она хочет, чтобы вы погибли? Почему она желает вам смерти? Как вы думаете? Она зомбированный человек. Ну, Она верит. ну, просто всему, что понимаете, просто вот она написала этот комментарий 11 минут назад, да? Комментарий под видео, под моим коротким видео, шортс, нужно ли впускать россиян в другие страны или не нужно. Где я высказываю мысль о том, что, наверное, лучше их туда впускать, потому что такие, которые убегут, их не отправят в Украину воевать. А почему я такого мнения? Потому что никто не будет считать, 300 тысяч отправили, 500 тысяч отправили, или сколько отправили. Отправят просто всех. Вот, если говорить о том, что это война до последнего россиянина, а уже можно начинать о таком постепенно говорить, да? Тенденция к этому катится. Да. То, в принципе, сюда отправят всех, кто не убежит. И я как бы сторонник того, что пускать. То есть я даже на вашей стороне, можно сказать, в этой ситуации. Но она хочет, чтобы вы сдохли. Понимаете? Понимаю. Но она высказывает мнение о том, что кто-то здесь что-то сыт там куда-то. Но я не Вот видел, я чтобы вот кто-то вы уже, боялся. вот вы уже второй вот мобилизированный сейчас, да. Из 300 тысяч, не считая тех, которые там прям в автобусах от инсульта погибли и полегли вместе с этими самыми всеми. Мы пока что я понять не могу, от чего нужно ссаться конкретно. Да ни от чего, это факт. Особенно вот, ну, те, которые первая волна, нас же просто бросили и все. Да, но в то же самое время я слышу из ваших рассказов, что вам как раз таки есть от чего ссаться. Ну, нам... Если нам не есть. утрировать так, конечно. Но ничего, кроме страха и попыток убежать, я пока что из ваших историй не услышал. Ну, так это так и есть. Это Ну, да, давайте истина. дальше, давайте дальше. Дальше стемнело, я принял решение, ну, как бы у меня там особо выбора нет. Ну, ночевать в лесу, пошел дождь, свои теплые вещи я оставил. Вы безнадежно ПМП. отбились от всех остальных. Ну, по ним вели огонь, я думаю, бежать на выстрелы — это суицид. Да. Ну да. Мой командир отделения не откликался мне на мой зов, я кричал, ходил, орал, он молчал. Я не знаю, может быть, его ранило, но я его не нашел, Я думаю, все было тривиально, он просто убежал. возможно. Да, дальше. Не могу утверждать, но может быть. Дальше я уснул, укрылся ветками, замерз, было очень холодно, не было бушлата. И после того, как я уснул, ну и проснулся я от того, что по мне летит то ли грады, то ли ковровые снаряды. Ну, скорее всего, ковровые снаряды, потому что если был бы град, скорее всего, меня бы не было. Они разрывались буквально в метрах от меня, там 2-3, просто вот так. Я лег вот так на землю и просто, кричал. Просто, потому что, Это не так смешно, на самом деле. это самое страшное, на самом деле. Даже когда по мне стреляли, не было так страшно, как вот они разрывались. Я же еще спал, я с просонья, я не понимаю, что делать. Мне Представляете, а холодно, Украина страшно. 7 месяцев живет под разрывами. Представляю. Вся Украина 7 месяцев живет под разрывами. Как на Представляете? пороховой бочке, да. Это так не должны люди жить. А сейчас вот случилась неприятность с Крымским мостом. Почему это неприятность, Владимир? Я не согласен с вашим утверждением. Но он же устал. Он устал, но это приятность. Это как для кого? Нам довели Это сегодня, да. приятность. Ладно. Смысл в том, что рашисты сейчас пишут, что вы сейчас не радуйтесь, потому что сейчас ответочка прилетит. Они не заметили, что нас и так бомбят в любом случае уже 7 месяцев? Что с ними не так, с этими людьми? Какая разница нам, прилетит ответочка или не прилетит, если она в любом случае летит? Ну, то есть в любом случае летит. Причем чем угодно и куда угодно. Но они особо не хотят вдаваться в Они подробности. особо идиоты. Им проще так жить. Да, давайте дальше. Да, дальше. Взрывается все вокруг, вам Все вокруг безумно взрывается. страшно. Да. Прекратило взрываться. Я посмотрел, на мне нет ни единой царапины. Я думаю, точно, я был атеист, и в этот момент я понял, что я в Бога, поверил. Ах, это моя тема про Бога. Всегда во все удачи и неудачи лучше всего я вот руку пальцем вверх подними палец вверх. Дима, я тебя очень прошу, иди поднимай Я руки знаю, пальцами. да, как бы чуть-чуть физику и квантовую физику, там теория вероятности, что
все может быть, но такая череда совпадений, не знаю. Но в любом случае... Ну, есть хорошее высказывание по поводу вот вашего. Если бы Бога не было, его стоило бы придумать. Да. Вот в вашей ситуации можно Да, выйти из да. этого. Да, давайте дальше. И я понял, что как бы оставаться на этом месте нельзя, и по темноте, по кустам пошел еще метров на 300, ну плюс-минус. Отошел и опять уснул. Увидел, что в то место полетело еще заряды, Мгм. но еще 2 раза туда прилетало. Мгм. То есть если бы я там остался, точно какой-нибудь бы в меня прилетел. Дальше я проснулся уже, было светло, и я пошел дальше по лесопосадкам. Я не пил сутки, ел день назад, начал думать, понимать, что без воды можно жить 3 дня, как бы, но без еды можно прожить месяц, надо найти воду. Да, Нашел, логично. слава богу, не знаю кому, прошел дождь, и в луже была вода. Подумал, собачки пьют, и в такой ситуации, как у меня, можно и мне попить. Лучше, чем... Потому что губы настолько пересохли, что вообще я думать не мог, все, я думал только о том, чтобы попить. Попил воду, ничего не было, живот не болел даже потом. Ну, что у нас лечебная вода. Это же украинская вода. В общем, попил. Причастились, можно сказать. Да. Ну-ну. И пошел, получается, просто в неизвестном направлении. Просто куда-нибудь, потому что я не знал, где я нахожусь, в какой я местности, кто там, кто я, где. Назад идти я не хотел, потому что там был бой вчера. Скорее всего, эта территория уже захвачена. Я знал, что как бы могут убить меня. Ну, я боялся. Захвачено? Ну, не захвачена, освобождена. Ну, у меня еще Понятно. термины Ну, я же могу вас неверные. поправить. Конечно, вы абсолютно. Что вы? Да. Вы... Спасибо. Ну-ну. И, в общем, пошел я, куда глаза глядят, потому что не знал ни направления, ничего. Шел я по лесопосадкам, ходил и увидел, просто услышал гул, просто был гул. Пошел на этот гул, также по лесопосадкам, через поле перешел, в новые лесопосадки пошел. И... А не было мысли ли сдаться прийти просто? А куда идти? Я просто шел. Куда угодно, на любой свет идти, на любой звук Вот идти. я шел просто на звук, потому что в моей ситуации... Так, а я хочу оставалось. понять цель вашего хождения. Я просто хотел Кому-то. найти людей. Любых, Да, то есть вам уже любых. было все равно. Ну, конечно. Понял, да. Любых. И как бы нашел деревню Мгм. какую-то, откуда шел гул. И я шел по окраине, вот по левой обочине дороги, и вот справа был дом. Вот иду я. И я увидел в кустах 4 людей. И я к ним подошел, сказал: мужики, помогите мне. Они поворачиваются, говорят: опа. Но это были украинские войска, как бы. И я сложил, поднял руки, чтобы не стреляли. И сказал, что все, я сдаюсь. Так. Потому что их было как бы 4, и даже у меня мысли не было особо вступать в бой. И все, я сдался. А если бы был один? И спиной к вам? А у вас заряженный магазин? Нет, не стал бы стрелять. Я не убийца. А у него куча еды еще? Но я не убийца, я бы у него спросил я. Понятно. Вы не самый фартовый здесь. Потому что перед вами был человек, возле которого, вот в очках можете поинтересоваться. Сразу 4 человека возле него положили, он убежал. А потом еще возле него было 3 человека. Он встает, туда прилетает, он убегает, туда еще раз прилетает. То есть... 1 из 8 выжил, причем всех остальных положили прямо возле него. А его там в ногу легко зацепило 1 раз. Так вот у меня вопрос. За что гибнут российские военные? Могу за мобилизованных сказать. Они ни за что гибнут. Вообще просто ни за что. На убой. Не может быть. Не может быть. В их понимании или в вашем понимании, возможно, они гибнут ни за что. Но какая-то же цель чья-то за этим всем стоит. Так вот, какая?
цель за этим всем стоит? Ну, предполагаю, цель президента России Так. захватить территорию Украины. Все Очень правильно. просто. Все просто довольно. А как вы отнесетесь к тому, что Путина будет судить Международный военный трибунал? Ну, если есть за что, отнесусь нормально. Ну, то есть Если против. есть за что? Ну, это ж надо доказать. Ну, трибунал А, доказывает вину. доказать надо? Ну, у меня У вас- юридическое образование. Я понял, презумпция да. Я понял. Я не невиновности. спрашиваю сейчас про международное право и все такое прочее. Вы точно знаете, наверняка знаете, что из-за решений этого человека погибло множество украинцев и множество россиян. Да. Российских военных, мобилизированных и всех прочих. Так как вы отнесетесь к тому, что его будет судить Международный военный трибунал? Можно я уточню, вам какие еще нужны доказательства того, что происходит? Вы Какие еще своим- вам нужны доказательства Да того, никаких, что я уже Путин всё видел. военный преступник? Ну, просто я же лично, как бы, ну, военное преступление, это же, ну, убийство мирных граждан. Да. Ну, вот ваши войска вышли, например, из Изюма, ну, уже и до этого была Буча, после этого были другие населенные пункты, и вот вам доказательства. То есть вот эксгумация трупов происходит. Вот эксгумация трупов, вот похороненные российскими солдатами, изуродованные, изувеченные тела. Ну, это зверство, конечно. Да, это зверство. А до этого, прекрасно вы знаете, была Буча, Ирпень, Бородянка под Киевом. Сколько россияне вывезли в качестве пленных гражданских людей в Россию. Ну и самый главный вопрос, конечно же, не в этом. А самый главный вопрос в том, а что вы вообще здесь делаете? Покажи еще небольшое доказательство. Вот этот ролик молодого человека про военное преступление. А вы нам показывали там, я видел. Да, расскажите про военное преступление. Ну, вот это военное преступление. Кто прислал этих людей сюда? Владимир Путин. Какие-то вам еще нужны доказательства? Ну, просто я же не судья. Так я же и не спрашиваю Вот, у вас, как у судьи. Мы же сейчас находимся не в суде. Я же вас как человека спрашиваю, у Ну, которого есть свое Мне мышление. сейчас это напоминает история с вот этим вот чуваком, который вот это все про Я туберкулез. поэтому и спрашиваю, потому что россияне, которые выглядят адекватно, разумно рассуждающими на интервью, они могут производить впечатление на зрителя, как вполне себе даже нормальные люди, которые случайно сюда попали. Поэтому я задаю такие вопросы для того, чтобы зритель понимал, что нет, это люди, которые всячески будут отрицать Нет. военные преступления своего боженьки, Просто царя. я боюсь, что потом меня могут за это Вот посадить это в Ну, правда. вот это так и Вот. скажите. Ну так и скажите. Я А я говорю, вам да. сразу бы сказал, что ничего страшного. Приедете туда, в Россию, и скажете, что вас заставили. Все же так говорят. Приезжают и говорят, вас заставили на этом интервью сказать то, что... Стараюсь Ну. быть честным человеком. Да. Ну так вот, честный человек. Честно говорю, боюсь, что меня могут за это посадить. Как вы думаете, мы за 400 человек научились определять? Конечно. У вас опыт огромный в этом. Поэтому... вот- Как вы думаете, этого человека не кормили в плену? Вот Кормили, давали конечно. только... Похож он? Нет. Смотрите, вот его берут в плен. Щеки, да? Даже отъелся. Кормить не кормили. Это интервью давали в только плену. бутилированно. Кормить не кормили. А это давали после только плена. бутилированно. В какой момент плена его не кормили, скажите, пожалуйста? Давали. А? Я это к чему показываю? Я это показываю к тому, что когда вы вернетесь, если вы там будете говорить, вас там заставляли, что-то там не заставляли, это еще одно. Это вы спасаете свою шкуру, чтобы вас там не посадили. Но когда будете рассказывать чепуху и бред, Да, я понимаю. подумайте о тех, о которых они не подумали. О таких, как вы. Вот эти вот гниды, а я их по-другому называть не буду, гниды, они вернулись в Россию. И когда он рассказывает этот бред, он подумал о таких, как вы. Нет. О том, что вас здесь кормят, Ну, он о том, только что себе вам здесь думал. сигареты дают, а могут и не давать, между прочим. Он думал только о себе в данный момент. Его задница уже в тепле. Нормально все. Знаете? А мы тут посидим. А вам не кажется еще бредом, что вы, находясь в украинском плену, переживаете про то, что будет с вами дома? Это вот... И что вас могут за Переживаю. это посадить.
Это не кажется бредом вообще? Кажется, ситуация? конечно. Так Это- тут довольно риторический вопрос выплывает. Так кто же нацисты то есть, да, здесь получается тогда в результате? Если вас отправили сюда гибнуть и людей убивать, а в результате вы здесь, будучи в плену у этих нацистов, переживаете, что с вами будет, когда вы вернетесь домой к настоящим нацистам. Вот в чем суть. Да, это ужасно, конечно. Я почему говорю? Потому что мы эти интервью проводим для того, чтобы как-то войну остановить, понимаете? Я вас Для понимаю. того, чтобы да. донести до россиян, что вы там не можете ничего сделать, так хоть бегите. Не едьте сюда никаким способом. А эти твари, они приезжают туда после обмена и начинают рассказывать, надо идти здесь всех победить. Правда, никто не объясняет, зачем и так далее. Но мы с ними сидели здесь, разговаривали для того, чтобы войну остановить. А они приезжают туда, их жопа уже в тепле, они других таких, как вы, подначивают. Едьте сюда и погибнете. Понимаете? Цена Понимаю. вашей нации какая? Цена вашего народа. Понимаю. И вы точно так же вернетесь, вас поставят перед камерой. Я уже просто наперед говорю. Поставят, скажут, да. Когда там тебе будут говорить, что тебя тут что-то заставляли сказать, это ладно, это я могу понять, ты себя спасаешь. Но когда начнешь рассказывать чепуху на раздувание войны и продолжение этой войны, Это... Подумай. Никогда. звонить-то будем? Домой. Иди, общайся. Домой. Да, иди. Ты же знаешь. Куда? Ты же знаешь, что я после последних их высказываний даже и против этих звонков, по сути. Может, вы не я бы- хотите разговаривать? Уже Нет, хочу, конечно. Не, вы оставайтесь, все хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Ваш сын в плену. Вы с ним Я будете? могу его увидеть? Да, вы его увидите. Если вы хотите с ним поговорить, то вы должны знать, что разговор будет записан и опубликован в интернете, его увидит много людей. Привет. Привет, сынок. Как дела ты твои? себя чувствуешь? Я себя хорошо чувствую. Смотри, какая борода огромная. Да борода, это ладно. Я тебе сразу передаю. Настя сказала, что она тебя очень любит. Я ее. Она сказала, если он выйдет на связь, передай это ему. Егор, я тебя тоже очень люблю. Передай ей тоже. Скажи, пожалуйста, Да. что я должна сделать? Мам, ты должна, пойти в военкомат, и чтобы мне дали статус военнопленного. Ну, как-то я не знаю что, но сказать, что вот я тебе звонил, и я в плену украинском. Ну, я была в военкомате и Мгм. запросила, чтобы мне помогли в нахождении твоего, ну, то есть где ты находишься. Отдала заявление, вчера там была. Мгм. В банке там тоже вопрос твой порешала. Мгм. Ну хорошо, и что ты можешь мне сказать, где ты сейчас? Он Я не не знаю, знает. где. Я не знаю, это что, это нет, Не это знаешь. такие данные Ты нельзя чё, разглашать. Как с тобой обращаются? Вообще прекрасно. Как ты? Прекрасно обращаются, все, нас кормят, нас Хорошо. поят, Какие, все замечательно. перспективы? Не бьют. Перспективы какие? Что Ну, говорят, как, что у тебя? Обменять могут. Ну, при условии, если наши власти будут знать, что ты военнопленный, да? Ну, наверное, да, Я потому могу- что... Мгм. Скажи, пожалуйста, я могу ссылаться там на эти номера или как? Как я узнала о том, что ты в плену? Ну, позвонил тебе из Я плена и могу? все. Конечно. На канале видео будет. На канале видео, там, я не знаю. В Ютубе. Увидела видео на канал. Да. Мгм. Ну, или так. Ну, желательно вот эти. Мгм. Мгм. А содержат, где тебя содержат, как ты? В плену Ну, можно? Да, да. А что вы хотите услышать на вопрос, как его содержат? Ну, да Нормально. расскажите. По-человечески. Человеческие условия или как нормально? Тепло, холодно. Ну, он рассказывал, как ваша армия их содержала просто на полу в школе какой-то. То я вам рассказываю, что здесь он спит на кровати. Да. Его кормят. Потому что он человек, хоть он и оккупант, и убийца, но, к сожалению, у нас страна придерживается международных стандартов и конвенций. А ваша страна не подписала конвенцию о содержании военнопленных. И ваш сын-убийца, который пришел убивать меня и моих сограждан, живет по конвенции 1947 года. А если бы ваша страна подписала современную конвенцию, то ему бы положены были звонки. Я вас слышу и я вас понимаю, но, к сожалению, я обычный гражданин. А что вы Я не понимаете? представляю. А что вы понимаете? Расскажите, пожалуйста. Что вы понимаете? Зачем вы отправили своего сына убивать других людей?
Это не я его отправляла, его призвали. У нас, знаете, как в любом государстве есть Нет, ответственность. нет, Защита я не со... Отечества. О, защита Отечества. А что у вашего сына Отечество в Украине? С каких это вообще дел? Защита Отечества. Я вас прекрасно понимаю, и ваше негодование понимаю. Да у Но меня нету давайте никакого сейчас я не негодования. Я готова вынужден эту общаться с тему убийцами. обсуждать. Я вынужден общаться с убийцами. А у вас, вы мне говорите, негодование? Защита Отечества. Что он защищает в Украине? Ответьте мне на вопрос этот и продолжите разговаривать. Что ваш сын защищает Отечество? Какое Отечество в Украине он защищает? Об этом говорят политики и дипломаты, но я сейчас не готова с вами на эту тему дискутировать. Можете мне ответить Пусть на вопрос? Если бы... Пусть отвечают политики, которые развязали эту войну. Лично я... Слушайте, ваша мать Я говорит о обычная том, мать, что... Да, которой- вы обычная мать. Она говорит, по сути, что нарожаем еще. Ну, я так это понимаю. Если Вы вы... можете, конечно, все это... Нет, вы это, конечно, можете интерпретировать, ну... Так а как по-своему. по-другому? Зачем Я вы тебе пришли, говорю, зачем вы пришли в чужую страну? Он не контрактник, он пошел туда не по доброй воле. Вот и все. Он не контрактник, он мобилизованный. И он был там всего лишь навсего неделю. И на его совести крови нет. Я надеюсь, он никого еще не убил. Нет, Ну, конечно, вы, нет. ну, вы, Не еще. как бы, поговорка. смотрите, какая ситуация. Ситуация очень простая. Ваш царь взял в кучку рабов. Вот он конкретно. Вы говорили, что у вас там какая-то опухоль в голове. Киста, да. Киста. Ваш царь взял больного человека, впарили ему автомат в руки и отправили в чужую страну. И вашему царю плевать на то, что у него нету здоровья, и плевать на вас. Да, так и есть. Ну ты там что, нормально? Не переживай. Ну, только не плачь. Сынок, ну, Не плачь, то, не что плачь. с нами Всё сейчас хорошо. происходит, я, конечно, держусь. Всё будет я нормально. пью таблетки. Но я держусь и я работаю, несмотря ни на что. Но ты мое состояние должен понимать. Я молюсь о тебе каждую минуту. И естественно, что я тебя очень люблю. Я и если тебя. что-то надо будет для тебя, Да я хватит, сделаю. все хорошо, все хорошо. Ну не плачь только, все нормально. Я тебя понимаю. Как там жена моя, расскажи. Егор, мы с ней, ну не знаю, каждую минуточку мы с ней на связи, друг друга поддерживаем. И я ей сказала, говорю, Настя, если бы я была одна, я бы это все не выдержала. Меня все поддерживают, и за тебя молятся все мои подруги. Крестная твоя Лена. И ваш сын атеист, ему Бог не поможет. Я теперь поверил. Вы в Бога поверили? Ну, Да. значит, В какого-то сынок, я тебя просто высшую прошу, силу. присоединись к этой молитве, потому что у меня просто нет других рычагов. Вот человек, добрый человек, который сейчас с тобой дал возможность нам Да. поговорить, я его тоже прекрасно понимаю. Вы не понимаете, потому что у вас не бомбят мирные города. Вы этого не поймете. Но очень скоро мы придем. Наши военные очень скоро придут. Точно так же, как не понимает мать, у которого сын дома. Сейчас это все, конечно же, мне понятно. Но я сейчас, я еще раз говорю, я не политик, и я не дипломат, и я... Так может вы станете уже политикой заниматься и выйдете на какие-то площади, да уберете вашего дебила этого, президента конченого, царя, 70-летнего сошедшего дедушку, с ума сошедшего. Может вы чуть-чуть снимете рабские какие-то истории у себя с рук. На убой отправили мясо, а вы сидите там переживаете. И у вас какое-то положение. У нас это положение уже очень давно, с 24 февраля 2022 года. И вам было все равно, что у нас происходит. Ровно до того момента, пока вашего сынка не забрали и не отправили в Украину убивать. И для этого мы делаем эти видео. И вы будете смотреть это видео, и вам будет стыдно от того, что вы услышите, что рассказал ваш сын. Узнаете, как его отправили, как он жил, как им управляли. А посмотрите, если найдете время еще других, то поймете вашу страну рабскую. Спасибо. Прощайтесь. Да. Ну, в смысле, говорите до свидания. Все, мам, давай, пока. Все, там передай всем привет. Всех люблю, всех целую. Жену мою тоже целую. Пока тебе ничего не... Но пока не предлагают никаких... Мне не будут предлагать. ну, действий. Должен запрос с России прийти. Иди в военкомат, скажи, что я в плену.
Понятно. Ну давай, сынок, держись. Очень Мгм. тебя люблю. Давай, Надеюсь, что давай, жену мою увидимся. целуй. Давай. Пока. все. Давай. Спасибо большое, что дали возможность поговорить. Очень вам благодарна. Все, давай, пока, Всё, мам. сынок. Давай, целую. Давай, пока. Пока. Давай. Пока тебя целую. Спасибо. Ваша мама, как думаете, понимает реальную обстановку или нет? Не очень. Не очень все-таки. Не очень. А вы с ней общались на эти темы? Ну, периодически. Ну, мало. Ну, вот при личном общении ранее, когда вы общались на эти темы, Ну, при личном общении. какова была ее позиция? Но она как-то нейтрально к этому относилась. Как бы, если ее это не касается, она как бы... Она и не за, и не против. Типичная позиция Да, для россиян, да. вполне. У нас тут есть несколько вопросов от Леси Н. с Хмельницкого, место Хмельницкий. Мгм. Что такое место Хмельницкий? Не знаю. Город Хмельницький. Що б ви одягнули на похорон Путина? Понимаете вопрос? Чтобы я выпил на похороны Путина? Нет, не выпил. Одел. Одел. Или надел. Ты ничего бы не надел. Свою одежду обычную, Ну, пошли бы на повседневную. похороны. Не, на похороны бы не пошел. Не, А зачем? вообще бы не пошли? Вообще бы не пошел. А зачем вам мне идти на его похороны? Ну, не знаю. Нет, не пошел. бы. В чем заключается теория Дарвина? Ну, теория эволюции. То, что естественный отбор. То, что не то, что все произошли от обезьян. Это ему уже приписывают. Ну, естественный отбор, что выживает сильнейший. Что все началось от клетки. Но это опять теория. Мгм. Не доказанная. Мгм. Леся, видимо, имеет в виду, почему россияне не так далеко ушли от... Вы понимаете, от кого? Да, понимаю. Почему ушли? Потому что не хотят уходить. Я сам на этот вопрос не могу ответить. Он риторический больше. Выпиваете с родителями? Нет, Не бывает такого. нет, я вообще не пью. Мгм. Этот вопрос я зачитывать не буду. Точнее, это не вопрос, а просто вот прочитайте. Это написано. Справедливо. Справедливое высказывание. Абсолютно с ним согласен. Это вам еще повезло, что Леся у вас интервью не берет. Все? Спасибо вам. Давай, на три. Раз, два,